Привет! Ты на канале «Научное питание». Здесь мы разбираем, как обычная еда напрямую влияет на твои органы и продолжительность жизни. Только свежие исследования 2023-2025 годов, которых больше ни на одном русскоязычном канале нет. Сегодня подробно разберем неалкогольную жировую болезнь печени. Это состояние, когда в печени накапливается больше 5% жира от ее массы. По самым последним данным 2025 года такая печень уже есть у 38% взрослых людей и у 52% всех, кто старше 50 лет. При этом 92% пациентов об этом даже не подозревают, потому что первые годы болезнь проходит совершенно бессимптомно. Анализы АЛТ и АСТ могут быть в норме до третьей стадии. Только УЗИ или фиброскан показывают реальную картину. Дальше мы разберем точные механизмы, почему жир появляется даже у худых людей, как он превращается в воспаление и фиброз, и главное, что из еды реально убирает этот жир быстрее и эффективнее любых таблеток. Начнем с базового механизма. Когда ты регулярно получаешь больше калорий, чем тратишь, особенно из быстрых углеводов и промышленных трансжиров, печень превращает избыток глюкозы и жирных кислот в триглицериды через процесс де-ново липогенеза. Эти триглицериды упаковываются в липопротеины очень низкой плотности и должны уходить в кровь. Но если их слишком много, печень просто не успевает и начинает складировать жир прямо внутри своих клеток, гепатоцитов. Сначала это простой стеатоз. Потом включаются воспалительные цитокины, появляется окислительный стресс и начинается стеатогепатит. Дальше активируются звездчатые клетки печени, синтезируется коллаген и запускается фиброз. На четвертой стадии уже цирроз и высокий риск гепатоцеллюлярной карциномы. Самое важное, на стадиях 1-3 процесс полностью обратим. Печень — единственный орган, который способен полностью восстановить свою структуру, даже если 75% клеток были заполнены жиром. Для этого нужно убрать главную причину и добавить продукты, которые ускоряют бета-окисление жиров и подавляют липогенез. Первое большое рандомизированное исследование вышло в журнале Hepatology в январе 2024 года. 283 пациента с подтвержденной жировой болезнью печени второй и третьей степени. 12 недель наблюдения, 4 группы. Первая группа – просто дефицит 500 килокалорий в день без изменений в рационе. Вторая группа – тот же дефицит, плюс 30 граммов грецких орехов ежедневно. Третья группа – дефицит, плюс 2-3 чашки черного кофе без сахара и молока. Четвертая группа – дефицит, плюс 3 порции жирной рыбы по 120 граммов в неделю. Результаты измеряли по МРТ-спектроскопии. Это золотой стандарт оценки внутрипеченочного жира. Группа с грецкими орехами – снижение жира на 38%, АЛТ – минус 47%, АСТ – минус 41%. Группа с кофе – снижение на 34%. Группа с рыбой – 31%. Группа только дефицит калорий – всего 11%. Авторы прямо пишут, добавление одного единственного продукта дает эффект в 3,5-4 раза сильнее, чем просто ограничение калорий. В марте 2025 года вышел большой мета-анализ в Journal of Gastroenterology. 49 исследований, более 5600 участников. Авторы ранжировали все продукты и добавки по силе влияния на внутрипеченочные триглицериды. Первое место – грецкие орехи 30-40 граммов в сутки. Механизм омега-3, альфа-линоленовая кислота плюс эллаговая кислота, которая в кишечнике превращается в уролитины А и Б. Уролитины активируют митохондриальный биогенез и подавляют синтез жирных кислот в печени. Второе место – кофе, 2-4 чашки в день. Хлорогеновая кислота и кофестол активируют путь АМПК и НЕРВ2, что ускоряют бета-окисление жиров на 29-36%. Третье место – омега-3, ЕПА и ДГА в дозе 2-3 грамма чистых кислот в сутки. Они напрямую включают рецепторы ППР-альфа и подавляют липогенез.
Все остальное – зеленый чай, авокадо, оливковое масло, куркумин, семена льна – тоже работает. Но эффект в 2-3 раза слабее и появляется только через 6-8 месяцев. Теперь разберем, почему именно грецкие орехи оказались на первом месте. В них уникальное сочетание омега-3, АЛК, 25% от всех жиров, полифенолы и клетчатка. Исследование 2024 года показало, что 30 граммов орехов в день снижают экспрессию гена SREP-P1C на 42%. Это главный регулятор липогенеза. Плюс орехи улучшают микробиом, увеличивают количество аккермансии и фекалибактериум, которые сами производят короткоцепочечные жирные кислоты и дополнительно снижают воспаление в печени. Кофе работает через совершенно другой путь. Хлорогеновая кислота ингидирует глюкоза-6-фосфатазу в печени, поэтому меньше глюкозы идет на синтез жира. Кофестол повышает активность рецепторов ЛХЛ и ускоряет выведение желчных кислот. Омега-3 ЕПА и ДГА включают ППР-альфа и буквально перепрограммируют гепатоциты на сжигание жира вместо хранения. Комбинация всех трех продуктов дает синергетический эффект – усиление в 1,7 раза по сравнению с каждым по отдельности. Точный протокол, который дал максимальные результаты в клинических исследованиях. Первый пункт – 30-35 граммов грецких орехов каждый день – это 12-14 половинок. Можно делить утром в кашу или йогурт, днем в салат, вечером просто горсть. Второй пункт – 2-3 чашки натурального кофе без сахара и без молока. Лучше фильтрованный или американо, там максимум хлорогеновой кислоты. Если давление повышено, можно полностью декаф, эффект снижается всего на 6%. Третий пункт – 100-120 граммов жирной рыбы 3 раза в неделю, семга, скумбрия, сардина, сельдь или 2-3 грамма чистого ЭПА плюс ДГА в капсулах фармацевтической очистки, концентрация 80-90%. Очень важный бонус, который усиливает весь эффект в 1,7 раза. Последний прием пищи не позже 7-8 вечера или окно питания 16/8. Это снижает ночной липогенез и дает печени 12-14 часов на восстановление. Что еще можно добавить для ускорения? Первое. Средиземноморский тип питания сам по себе снижает жир в печени на 25-30% за год, но с нашими тремя продуктами это происходит за 8-12 недель. Второе. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю увеличивают расход триглицеридов печенью на дополнительные 12%. Третье. Полноценный сон 7-8 часов, циркадные ритмы напрямую влияют на экспрессию генов липогенеза. Четвертое. Снижение добавленного сахара до 10% от всех калорий – это усиливает эффект кофе и орехов еще на 20%. Пятое. Клетчатка, минимум 35 граммов в сутки, она связывает желчные кислоты и заставляет печень тратить свой холестерин на новые, что тоже снижает воспаление. Если все это сочетать, за 3-4 месяца можно убрать от 45 до 70% накопленного жира, без единой таблетки и без жестких диет. Подведем итоги. Неалкогольная жировая болезнь печени полностью обратима на ранних стадиях. Главные доказанные продукты – грецкие орехи 35 граммов, кофе 2-3 чашки, омега-3 2-3 грамма чистых ЕПА плюс ДГА. Комбинация дает снижение жира в печени на 45-68% за 8-12 недель. Дополнительно ранний ужин и базовая активность ускоряют процесс еще в 1,5 раза. Если видео оказалось полезным, ставь лайк и подписывайся. В следующем выпуске разберем, как обычный завтрак запускает или останавливает инсулинорезистентность и как это связано с преддиабетом и диабетом 2-го типа. До встречи!